another stone I recall, and I just know it all, it seems. Ain't I perfect, ain't I swear, it's like I'm going through hell today. My baby called me on the phone, said I'm always home with her. Так что не так плохо тут. Что, мы сейчас находимся в Ростове-на-Дону. И здесь, как вы можете заметить, можно поднять куски асфальта. И здесь улица, походу, приспособлена только для трамвая. Я не знаю, как здесь местные гоняют на тачках, но как-то они это делают. Собственно, гляньте на это сами. Жопа, да? Так что у нас не так все плохо. Итак, Ростов-на-Дону. Город населением 1 100 000 человек, основанный в 1749 году. На самом деле это не маленький город, здесь есть международный аэропорт и даже международный морской порт. И буквально в 40 километрах от города вы окажетесь на берегах Азовского моря. И да, кстати, еще одна интересная особенность города. Здесь проходит граница между Европой и Азией. То есть, находясь на левом берегу Дона, ты еще в Азии, а на правом ты уже в Европе. По-моему, достаточно круто. На самом деле, все это вы можете прочитать в Википедии, как сделал я. А еще к 2020 году тут планируют открыть метро. На данный момент я нахожусь не где-то на окраине города, а в самом центре. Это Театральная площадь, и здесь нет людей. Я не понимаю, так должно быть или что? Или только в моем городе все тусуются на площади? Ну что, мы получили задание от наших друзей из паблика. И теперь мы должны заработать какую-то сумму денег на улицах Ростова. Ну, мы решили не стоять прямо на улице, мы зашли в первый оживленный парк. Как оказалось, в Ростове не так много оживленных мест. Но, в общем, здесь постоянно ходят люди и есть фонтан у Димы за спиной. В общем, сейчас мы попробуем сыграть что-то классное. Собственно, мы здесь проторчали буквально 10 минут и заработали 7 рублей. Так что я думаю, что задание можно считать выполненным. Пока Артур вам рассказывал минутку истории, я зазнакомился с ростовскими чуваками, и они мне рассказали про некий Олимп Тауэрс. И вот сейчас мы находимся на территории этого комплекса жилого. Это 3 огромных здания, и сейчас мы попытаемся забраться на самый верх. Вот, мы тронулись. Сейчас... Блин, это скоростной лифт. Димон, нам надо успеть. Мы находимся в скоростном лифте комплекса Олимп Тауэрс. Едем на 22 этаж, чтобы снять панораму города Ростов. Как мы сюда попали? Все благодаря связям. Я познакомился с какими-то ростовскими ребятами, и они нам сказали, что здесь живет их подруга Анастасия в 228 квартире. Олимп Тауэр, 228 квартира, Настя. Подходите к домофону, к консьержу, говорите, мы к Насте. И все, и поднимайтесь наверх, и сейчас мы узнаем, как выглядит Ростов с высоты. Вообще посмотреть на Ростов с высоты — это вовсе не наша идея, а идея нашего подписчика, как его, Эдик. Эдик просто написал в комментариях, типа, ребята, было бы круто посмотреть на Ростов с высоты, и вот мы поднимаемся. Это просто миф, потому что мы оказались на самой крыше. Мы думали, что мы будем только на балконе, но нам удалось подняться наверх, потому что именно сейчас здесь будет проходить какое-то свидание. Типа, знаете, свидание на крышах в Питере, это очень популярно. Так вот, и мы попали именно в тот момент, когда оно сейчас здесь будет. И дверь была открыта. И мы просто сейчас стоим на крыше, и у нас вид на весь Ростов. Мне кажется, мы просто максимально удовлетворили просьбу Эдика. Ты посмотри на это.
Все видно. Мы на набережной. Здесь куча всего крутого. Вот только что мы прошли огромное стимпанк сердце. Оно полностью механическое, в нем очень много подвижных этих деталей. И, короче, здесь очень круто. Вообще сложилось впечатление от города, что вся движуха происходит на набережной. Ну, типа, знаете, как это обычно бывает в городах, которые расположены на побережье моря, например, или океана. Мы, короче, гуляли по набережной в Ростове и вот встретили бибоев местных. Они прям тут джемят. И сейчас мы поговорим с ними немного. Вот как бы вы описали город в 3 словах? Реальные пацаны, красивые девчонки, хорошая зарплата и бибой на набережной. Хачи, девушки и пробки, и школьных зон. Телочек мы заценили уже в натуре. Пробки и холодные зимы. Что, в натуре холодно зимой? Да, 20 минус 25 на тренировку, вот так идем. По дороге машины вообще не едут. Я не разделяю персонажей на социальные статусы. Кто не пьяный, кто в мясо, кто печальный, кто радостный. За чьими плечами чистый. Бибоев тоже много, вот здесь почти каждый день чуваки танцуют. То мы, то чуваки постарше, то есть все классно. Развиваем Ростов, качаем тусы каждый день. Надевай белые носки, ведь это явный признак чистой души. Свои ступни изгибов все капризы быстро туши. Ты просто призван душить стереотипы мужик, что белого цвета бывает одежда лишь у твоей госпожи. Когда на ногах белые носки преображается жизнь, мигом пороки все людские провожаются. Брызг дух поднимается ввысь, смывается кисть. В белых носках вблизи артист, покажи ему пись. Не торопись, обувать шузы без белых носков. И словно рысь будешь прытким шереметких бросков. Чтоб локти грызть не пришлось, добавлю несколько слов. Преображайся в белые цвета и станет меньше врагов. По пути из Ростова мы встретили удивительного человека. Удивительного тем, что за 24 года своей жизни он ни разу не был на море. И нам выпала честь сделать его мечту чуточку ближе. Вообще, как-то все спонтанно получилось. Я где-то недели за 2, просто подумал, а почему бы не съездить на море? Просто море, ни разу не видел в жизни. Вот просто такая мечта, увидеть море. 24 года, а ни разу не видел. Друзья, мы оказались в уникальном месте. Мы в Абинске! Я в таких штуках не был уже, наверное, не знаю, лет 7. Мне кажется, последний раз я был в детстве. Итак, перед вами вот эти вот канаты металлические, вы должны подсказать, что же это за место. Вы только гляньте. Это навесной мост. Мы где-то на юге и видим навесной мост через речку, которой, по-моему, нет. Потому что... А нет, смотри-ка, они ее чистят. Сейчас мы увидим. Что мне особенно нравится на юге, это то, что здесь всегда много зелени. Куда бы ты ни пришел, все всегда вот такое зеленое, заросшее всякими листиками. И, блин, это просто сразу же настраивает тебя на отдых. Ты такой, я на природе. Просто классный мост, шикарный, охрененный мост. Парни, это действительно классный мост. В Абинске! В Абинске! Деревья, и он весь шатается, зацени. И тут мы стоим, значит, на этом мосту, ничего не подозреваем, наслаждаемся этими видами. Это речушка с зеленью. И тут хоп, 3 пацана на скутере. Просто по мосту. Тут вдвоем не разойти. А еще тут есть лайфхак. Плюс к этому охрененному мосту идет дерево. Не обычное дерево, как эти, а сливовое нахрен дерево. Наш новый друг попутчик Горян нашел его и угощает нас. Потребляет сливы на этом дереве. Мы в Абинске!
Все просто. Мы остановились в какого-то бистро на трассе между чем и чем? В Крымске. Мы, короче, остановились на трассе в Крымске, чтобы похавать. Я, короче, подхожу, такой говорю: ребята, давайте поедим, нормально еды поедим. Мега шаверма, не просто, а мега. Тут еще есть мега шашлык. У меня есть один смелый друг. На самом деле, очень вкусная шаверма. Так что я официально заявляю, что у нас как минимум один сытый парень. А эти педанты пускай голодают. Вот мы проделали долгий путь до Керченской переправы. Сейчас мы находимся в так называемом порт Кавказ, не знаю, город или населенный пункт вообще какой-то. Вот, и мы проехали 2 поста ДПС, и сейчас нас отправили в так называемый отстойник. Стоят несколько рядов машин, вас запускают в определенный ряд. Вот, и когда доходит до вашего ряда, вы, соответственно, выезжаете и едете уже дальше. Стоять в очереди нам придется порядка 40 часов. Однако Артур утверждает, что в интернете пишут, что всего лишь 20. В общем, мы надеемся на лучшее и ждем. Мы находимся тут буквально 5 минут, и я уже намутил первый лайфхак. Вот карта Крыма с достопримечательностью, а с другой стороны карта Краснодарского края. И стоит она 180 рублей, но мы купили ее всего за 50 рублей. И знаете как? Сейчас покажу, в чем фишка. Все просто. Мы купили поюзанную карту за 50 рублей. То мы сэкономили 180 минус 50. Видите? 130 рублей. Ну что, мы простояли в первом отстойнике всего лишь 2,5 часа. Вопреки всем мифам о том, что люди там тусуются по 20 часов и еще тусуются несколько часов от первого отстойника. Мы же провели там всего лишь 2,5 часа и теперь едем во второй отстойник, который находится в самом порту. Ну вот, впереди я вижу очередь. Час 09, и эту ночь нам предстоит провести в пробке. Вот еще это 12, я тоже CFM. CFM? Давайте, я тут дружу с паролем.